Всем привет! Вы на канале Польза.нет стримы, и меня зовут Саня. Основной канал Польза.нет 453 тысячи подписчиков. И сегодня я расскажу вам о смартфоне под неймингом Samsung Galaxy S24 на Snapdragon 8 Gen 3. Чем особенность моего контента? В чем? У меня есть, в принципе, будет два обзора, да уже есть три обзора на S24 не на снэпе. На этот будет, получается, два обзора. И если вам интересны такие... Все, интернет стабилизировался. С этого момента я, скорее всего, обрежу стрим. У меня стабильно отключается один из интернет-провайдеров во время стрима. Всем, кто бывал, и всем огромное спасибо, что пришли. Повторяюсь, смотрите. С этого момента я обрежу. Всем привет, вы на канале Польза.нет стримы, меня зовут Саня, и здесь только максимально подробные стримы с прожаркой различных устройств. Сейчас перед вами несколько данных девайсов, но мы не о них будем говорить. Разумеется, мы будем говорить о вот этом устройстве. Что это такое? Это у нас великий ужасный Snapdragon 8 Gen 3, реализованный в смартфоне под названием Samsung Galaxy S24. Зачем он вам нужен? Ну, потому что это Gen 3, а не какой-то там Exynos. К Exynos я отношусь примерно так же, как и вы, наверное, поэтому вы и смотрите эту прожарку. Почему? Потому что Exynos, как и Tencent, у великого ужасного пикселя, это плохо. Но начнем с самопиара. Если вам интересно не шорцы о телефонах, которые просто расскажут вам, что я красивый, смарт красивый, бегите покупать, то вот сейчас вы увидите максимально подробный обзор. И, к слову, у меня всегда три обзора на смартфон, если он интересный. Это на основном канале полный, на стримах, польза стримы называется канал. Обзор одним кадром, где я 15 минут рассказываю о смарте. И здесь у меня максимально подробные и мучительные обзоры с точки зрения именно тестов при вас. Насколько это вам необходимо, это отвечать вам самому себе. 1100 люксов выдает яркость. При том, что яркость у Snapdragon у меня получалась на 100 люксов какого-то лешего больше, чем на яркость у Exynos. Но не будем, я не буду сравнивать Snapdragon и Exynos. Почему? Потому что это притягивает за уши. Где-то лучше видео, где-то хуже. Там обновы по-разному всем прилетают. И, в принципе, Samsung на Exynos я бы не рассматривал. Но это моя история. У вас, разумеется, другая история, поэтому вы здесь. Хотя основная масса приходит на стримы, если вы видите, что кто-то это дело смотрел, в первую очередь, чтобы пообщаться, а не потому что Samsung S24 на Exynos такая крутая штука. Почему я говорю это с сарказмом? Потому что в те же деньги существует просто бешеное количество устройств, и часть из них более эпична. Допустим, тот же iPhone 15 Pro, он, видите, нечаянно нажал, все, теперь надо заново. Или нет, оставим, Антут, он не вылетел. Хорошо. Вот, если говорить о устройстве в целом, давайте про отличия. Первое, разумеется, здесь 8 ядер, в Exynos их 10. Но в то же время Snapdragon 8 Gen 3 выдает у нас 1 миллион где-то 800 с лишним тысяч баллов. А как вы помните, у меня была прожарка на смартфона на Exynos, он выдавал значительно меньше. Если говорить там, он 1 600 000 выдавал. Если говорить о бендах, не все бенды есть в смартфонах на Snapdragon. У нас региона 3. Как я помню, это Австралия, Япония, США. Может быть, меня исправите. Вот в них продают смарты на Snapdragon 8 Gen 3. А целесообразность за ними бегать, повторяю, что где-то не будет ваших бендов, и когда вы смотрите блогеров, они рассказывают, что у них все хорошо ловило, и на снэпе ловило лучше, да, у меня в моем месте на снэпе ловят лучше. Но у вас, вполне возможно, именно в вашем городе, в вашем регионе, в вашем сценарии использования будет ловить лучше этот Exynos, который уже со всеми бендами под вас.
То же самое касается звонилки. Здесь все зависит от региона, и как посмотреть по региону, что где откуда, существует несколько таблиц. Сейчас я, наверное, вам даже скину. Сравнивать в обзоре на Snapdragon Samsung, точнее Samsung S24 на Snap и на Exynos я не буду. Я буду великолепным образом сравнивать Snapdragon S24 с, точнее, Samsung S24. Что, мне второй Wi-Fi отвалился? Показывает, второй Wi-Fi отвалился, хотя вроде бы работает. Вот. У меня две линии просто. Так вот, мы будем сравнивать, получается, великий и ужасный Samsung с Meizu. И тот, и другой смартфон я сразу сходу вам не рекомендую. Почему? Потому что в эти деньги можно приобрести девайсы лучше, но если вы напичканы аксессуарами от Samsung, допустим, часы у вас умные, телевизор, ноутбук, то есть вся экосистема, и плюс вы к Samsung привыкли, у вас по большому счету выхода нет, вы все равно пойдете покупать именно его. И, наверное, в компактах ничего нет более эпичного. Я повторяюсь, есть iPhone 15 Pro, но все эти вот Asus великолепные, которые вот сейчас лежит, я его приобрел, это 11 Ultra, все эти iQOO, все это, оно, к сожалению, так же, как и смартфоны QN, рядом не лежали. Я бы мог рассказывать, что есть альтернативы, и Zenfone 10 или еще что-то, но это не так. В этих габаритах альтернатив Samsung S24 просто нет. И все его тормоза в играх, все его недостатки при съемке, они нивелируются его размером. Так вот, по поводу отличия от Exynos и Snapdragon, сразу говорю, что Snap более энергоэффективен, он у вас дольше будет жить. Просто там, чтобы вы понимали, в Antutu он, скорее всего, первый раз съест 7%, а на Exynos в основном он поедал 9%. Можете посмотреть, 8-9%. Если говорить про особенности приема связи, повторяюсь, мнения разнятся, кому-то хорошо и на Снэпе, кому-то хорошо на Exynos. Если говорить про экран, у меня ощущение, что они разные. То есть один у Снэпа более холодный, откалиброван более холодный цвет. У Exynos более теплый. И я, получается, ходил вот с этим делом. Можете посмотреть по датам фотографий. Я, по-моему, там штуках 500 нафотографировал. У меня почти месяц он. И, ну да, я начинаю не всегда, точнее, никогда обзор с этого не начинаю, потому что, если вы посчитаете, сколько даже у маленьких блогеров было смартфонов, и они, допустим, вам рассказывают про игры, а даже счетчик FPS не знают, как в Samsung выводить, родной, то это довольно странно. Задумайтесь. Так же, как не знают, что в Antutu в стресс-тесте есть великолепная кнопка Overheating, то есть вы можете выставлять, либо они не берут их в руки. Короче, в Antutu, извините за мой французский, я болею, поэтому я чуть-чуть туплю. И за этот французский тоже простите. Так вот, в Antutu ты выставляешь Overheating 55 градусов и выше, и он у тебя проходит любой смартфон его. Это 3D Mark не все проходит, но 3D Mark он у меня проходил как-то очень странно в CPU-тесте, то есть в тесте планировщика повел себя, но новая прошивка может быть поэтому, то есть не у всех так. Если говорить про сравнение камер, повторяюсь, что они разные по съемке, но что меня интересовало, что на этом смартфоне, что на великолепном смартфоне на Exynos одинаково тормознуто записываются фотофайлы. По поводу того, как работает здесь и все максимально урезано, все по минимуму, никаких у вас онлайн-переводов не будет, и это фишка, которой, кстати, пользуются уже много где. Но вот так. Если говорить про габариты, повторяюсь, что я когда-то ходил с Samsung, по-моему, S20, прям год, сам. Я тогда блогингом занимался, но что смешно, я ходил с Samsung, а снимал я на Huawei P20 Pro. Можете соизмерить по поводу, что тогда было, по-моему, S20.
В общем, смысл в том, что у меня Samsung был, потому что очень удобно было класть его в карман. Кто знает, тот поймет. А Huawei был для подсъема и всего остального. Тогда он разряжался моментально, сейчас он разряжается значительно медленнее. На один день его хватает. Я не знаю, у кого он за час заряжался, у кого-то из блогеров он зарядился за неделю один раз за час. Вот, наверное, он больше не пытался его заряжать. Час 20 через родную зарядку и кабель. Вот, добро пожаловать. Может, у кого-то за час заряжается, значит мне опять брак попался. Допускаю, что может быть с 5% сдергивать. Очень быстро он слетает, когда у тебя остаются проценты. Моментально, если первый процент с 99% до 100 он держит очень долго, то с 5 до 0 он улетает просто моментально. По поводу подсъемов и всего остального, буду ли я на него делать или нет, вряд ли. Я снимаю, напоминаю, что на iPhone 15 Pro снимает мой оператор Игорь, я снимаю на iPhone 15 Pro Max, чтобы ни у кого не было вопросов. Как пишут, ты сидишь на яблоке, а сам рассказываешь про Android. Еще раз, это устройство я использую как камеру. Если кто-то когда-то в жизни снимал, они поймут, учитывая мои объемы, что как камеру 99% это дело используется. Вот. Если говорить про еще что-то, комплект нулевой, разумеется, защитной пленки нет, чехла нет, кабеля для зарядки нет, ничего нет. Я купил какой-то более-менее убогий чехол, хотя он тактильно оказался классный. Зарядник у меня 25-ваттный так и остался. Защита от влаги есть, и, как говорят, я верю, я не верю. Я проверю, вы увидите в ролике, как я его топил. И, разумеется, спасибо мне за то, что я его купил. Ну и все. Если говорить про user experience, повторяю, чтобы вам кто чего не рассказывал, это как в Asus, кроме Asus игровые смартфоны, вот он, не делает никто сейчас потребно, ну, с разводиловым Red Magic, кроме, допустим, Samsung, никто не делает вот в таком вот виде. Не говорите мне про пиксели, это боль. Ничего, если вы скажете мне про Sony, ну, я желаю вам им пользоваться до конца своих дней, вот этой вот 60-герцовым чудом. И даже если вы купите его за какие-то космические деньги, это, ну, даже программное обеспечение на уровне 2014 года. То есть, по факту, они монополисты в рынке компактных смартфонов. И, повторяюсь, я очень рад буду, если вы мне в комментариях напишите, что я не прав. Но это довольно смешно. Обозревать их можно назвать iPhone 15 с 60 герцами экрана. Я сам себе в экран плюну тогда и разотру. Потому что iPhone 15 это, конечно, совсем печаль по сравнению с этим устройством. Если говорить про, чтобы я выбрал, разумеется, 15 Pro iPhone. Но там не факт, что вы сможете его найти в тот же ценник. Нужно будет чуть-чуть добавить. Вот. Сканер отпечатков пальцев работает быстро. Сенсор работает хорошо. Динамики тоже. Ну и две физические симки в моем случае можно запихать. Анимация лучше отрабатывает на 8 Gen 3 по моим ощущениям. Вот. Тестов на американском тьюбе просто море уже по этому поводу. И так же, как и сравнение видео, но я говорю, по видео все довольно субъективно, надо, чтобы они были на одной прошивке. Но все, кто сейчас, опять же, будет честными глазами, продавцы, писать мне в комментариях, друг, это дело работает 7 лет с обновлениями, ну, вы вот достаньте фигу из кармана и скажите честно, что эти обновления, это обновление 7 лет безопасности, но не обновление смартфона. Android обновляться здесь будет 3 года. После 3 лет можно его быстро очень продать, рассказывать, что еще 4 года обновления и перейти на что-то новое. О, не шутя, а что с ним случилось? Ну ладно. Что-то с ним плохое случилось, не захотел он проходить без всяких особых тестов. Притом яркость он сбросил до 380 люксов. Узнаю Samsung, неважно что, неважно как, и 8% съел. И разогрелся на 17 градусов. Вообще какой-то сюр. Это из-за чего, интересно? Ну ладно. Ладно. А мы сбрасывали яркость? Нет. Ну пусть, ладно, лупит. Посмотрим, как он сгорит. Не смогу обзор сделать.
Вот, недавно А9 фирменный чехол из магнитов, все. Не будем ругать Samsung, смысл, еще раз повторяюсь, в том, чтобы я при вас прогнал его в каких-то тестах, задачах, элементарных вещах, потому что много дезинформации в сети. Когда я смотрел на 55-й обзор, много у кого из миллионников, ну, меня просто бомбило, потому что хоть в глаза все божья роса, это не игровое устройство, а 55-й от слова вообще, так же, как, к сожалению, Samsung S24, как вы видите, тоже не особо радует. Михаил, я похож без оскорблений на поддержку Samsung в настройках. Серьезно? Можно я не буду прерывать стресс-тест Антунту для того, чтобы вам показать? Про лаги и качество картинки молчу, понятно. Так, всем привет, давайте поздороваемся. Никита, Михаил, Алекс, Александр, Universal, Матроскин, Макс, Жанна, Кристия и Пиксель с Реймоном, и Игорь, и Евгений Соболь. Я понятия не имею, кстати, почему у меня постоянно отваливается при попытке стрима Wi-Fi. Это, конечно, дичь. Хотя у меня здесь, хочу отметить, уже 4 часа утра. Так что максимум я с вами еще часик. Но здесь часа не понадобится. Потому что 3 прогона Антуту. Подождем, когда он восстановится. Прогоним PUBG. Я Никите написал, понял. Ильгиз, Евгений, еще раз привет. И да, я погибаю. Мне вчера 39 было. В итоге я пил великий ужасный процетамол. В раз 3 года пью вообще эту штуку. Нет, это просто Samsung Galaxy S24 на снэпе, который я обещал купить, купил. Но, повторяюсь, сравнивать его не с 24 Plus, ни с, ни с Samsung S24 я уже показывал на Exynos, я не хочу. Почему? Потому что смысла не вижу, так как это устройство очень близкие по съемке. У них есть свои плюсы и минусы по съемке. Но это одни тапки только в профиль. Понятно, что Samsung предпочтительнее разумеется, Снэпе. Я не думаю, что здесь будет хоть один человек, кто скажет, что на Exynos стоит приобретать Sams. Хотя бы с точки зрения маркетинговой. Если потом продавать, люди будут искать что-то на Снапе, так как их больше, точнее меньше выпускают, всего для 3 стран. Алекс Текс, спасибо. Ну, меня должно было рано или поздно подкосить. Когда меня последний раз колбасило? По-моему, также год назад. Хотя, может быть, был какой-то момент. По-моему, год назад меня откачивали. Четко в это же время. Здесь сейчас Новый год. Я на него в итоге не попал. Обливаются все водой. На видео подобного тоже снимать не буду, потому что здесь все обливаются водой, как вы понимаете, в неглиже. Прожалка была 24 ультра. Андрей, Бардак, скорее всего, да. Если вы утрудитесь себя поиском на канале, я буду вам безумно благодарен. Вы же умеете искать. Можете написать «Польза стримы Samsung S24 Ultra». В сентябре 24 года перешел с 11 айфона на 55. О, Александр, вы решили получить боль. Просто лютейшую, потому что сам слагает намного больше. Александр, да, сам слагает по сравнению с чем угодно, и даже S24 на снэпе лагает. Просто на Exynos он лагает еще больше. Я говорю, самая дичь это когда ты ждешь, как он сохранит фотографии. Snapdragon 8 Gen 3, и я реально долго жду, чтобы он сохранял фотографии. Это ненормально. Вот. Да, Сергей, я не буду вам сконсультировать по регионам, потому что есть маленькое но. Если я вам скажу, что у какого-то региона все бенды, а в итоге окажется даже не по-другому, а не будет вашей агрегации частот, вы потом придете ко мне на канал и скажете: друг, ты очумел,
Я не разбирал, у меня нет спецификации конкретно каждого смартфона под каждую локацию. Я вот там вам скинул по локациям. Вот SAR 3000, вот это вот все. И там расшифровка, какой регион у какого Самсунга. Пожалуйста, ознакомьтесь, ищите. Но я повторяюсь, что очень многие хвалят во многих регионах Snap за прием сигнала. Это не значит, что у вас все будет хорошо, повторяюсь. И любая информация, которую вы найдете, вам не с кого будет спросить по поводу бендов, если они будут не из России, смартфона. У меня, допустим, ситуация была, что я несколько раз чуть не купил на Exynos второй смарт, потому что люди у меня убеждали, что на Снэпе не бывает, а потом бывает, а потом присылали мне на Exynos какого-то лешего. В общем, будьте аккуратны, в принципе, на Снэпе не просто найти смарт. Вот. Лео Сно, огромное спасибо за лайк. У нас второй прогон. Хочу перейти с OnePlus Buds 2 Pro. FreeBuds 5i. Huawei-евские. Андрей Бардак, ну давайте откровенно, как понять зачем? Потому что у человека нет денег на S-серию. Вы сравниваете смартфон за 26 тысяч рублей, смартфон за 60 тысяч рублей. За 60 тысяч он бы, наверное, iPhone 14 купил или 15, правильно? Если он сидел на айфоне. Смит, привет. Как у кого дела? Как у кого прошли выходные? Александр Курилов, повторяюсь, я тоже не фея. Меня интересует, чтобы у меня росла аудитория, меня интересует, чтобы мне доверяли, меня интересует, чтобы ко мне приходили, и я только сегодня об этом думал. Просто это политика канала, в которой мне легко делать столько контента. Если у меня даже рекламный обзор с пометкой реклама, там нет ни одного левого теста. Ничего не притянуто за уши, я ни в коем образом не крашу примеры роликов, как некоторые. То есть народ красит примеры видео, народ закидывает в морозилки всякие Red Magic, чтобы показать лучше тесты. Я этого не делаю. Вот. И мы работаем друг на друга, можно сказать. Работал в выходные. Матроскин жив. Но, может, это и неплохо. Ну, начнем с того, что да, у меня нет никому никаких претензий. Я понимаю, что у всех кончились выходные. Сейчас 2 часа 00, и еще я никому не сказал, что будет стрим. Поэтому, если кто-то пришел, огромное спасибо, что пришли. Также в сети появляется много дичи. Повторяюсь, что меня смотрите, еще кого-то. Просто смотрите по максимуму про техно, то, что вас интересует. Видите, врут, ну окей, пошли дальше. Видите, врут, окей, пошли дальше. Я по поводу Снэпа тоже дичи видел просто бешеное количество по поводу этого Самсунга. То есть, ну, народу не хочется выводить, понятно, счетчик FPS на игры. Народу, понятно, не хочется показывать 300 люксов, а просто, говорит, он сбрасывает. И, ну, они знают, что это важно. Просто тогда вы не будете покупать эти смартфоны. Очень многие не будут их покупать. И, как говорится в техноблогинге, по мне, самое страшное – это недосказанность. Даже не вранье. Или, говорю, или извращение фактов. Вот прям по поводу Самса это точно. Всякие А55 и 54, они как игровые нули. Рад, что вам подходит мой контент. На что можно перейти с S20 Snap? На S23 FE, но лучше подождать S24. Хотя посмотрите, опять же, что они туда запихают. Сергей, это очень общий вопрос. Вы не говорите бюджет. Вы не говорите, какие у вас часы. Вы не говорите, какие у вас наушники. Вы не говорите, какой у вас ноутбук. Зайдите в ТГ взаимопомощи, а здесь желательно такие общие вопросы не задавать. Хотя бы с той точки зрения, что я не смогу ответить на то, о чем вы сами не знаете. То есть вы не знаете, чего вы хотите. Еще воскресенье впереди, ёшки-гагошки.
Ну, видите, для вообще не вне выходных. Значит, теперь я буду знать, что еще впереди выходные. Матроскин, спасибо. Саня, зарядки кабели, Базеус, Угрин, Анкер или что-то другое. Ну, смотрите, давайте. Так как я живу ютубом и каналом, ну, еще кое-чем живу, но об этом я вам не расскажу. Вот, моя одна зарядка. Универсальная. Торчит. Купленная, получается. Купленная именно не из комплекта, потому что смартфоны я продаю. Xiaomi на 120 ватт. Для обзора. И вот такая тоже ванпласовская. Самсунговский оригинал валяется там. Но я, как любой другой техноблогер, если вы посмотрите, то я могу вам сфоткать. Это не жилье, я живу в кабельном колодце. Вот. Я не ною, мой выбор, мне все нравится. Просто у кого-то есть студия, я живу фактически в студии в своей. Вот. И все. И да, зарядок у меня еще... Получается, у меня, видите, у меня все смартфоны есть. Фактически всегда. У меня есть все смарты, которые необходимы. И у большинства из них есть зарядники. Свои оригинальные. И... Ну, у меня не бывает, мне кажется, такого, чтобы у меня не было возможности найти зарядку по необходимому протоколу. А так, у Green A, я не могу вам сорвать его. Короче, Базеус такая башня. У меня уже кнопка сломалась. Я сейчас вам покажу, подождите. Вот. Для чего придумали, да, смартфоны? Для того, чтобы на стриме показывать, что у тебя стоит. Вот такая вот Базеус штуковина. С левого угла. Я не знаю, зачем она мне нужна была, но я ей пользуюсь постоянно. То есть больше всего вот эта вот выдвижная зарядка удобная. Плюс вот это для часов подключена всегда. Ну и один USB-шник. И плюс туда можно еще вставлять зарядку, но этого давно уже не делаю. Артем, с какой целью все интересуются, когда я куда полечу? Сейчас я полечу еще куда-то. Еще в 2 страны как минимум. И в 2 города. Я в Российской Федерации поменял 12 городов за жизнь. Был невыездным 19 лет. Кто был невыездным, те меня поймут. 19, ну, технически я был невыездным 20 лет. Вот. И очень многие, кто не жили подобной жизнью, они не поймут. При том, что в Питере я точно закончу свою сознательную жизнь, но продолжать ее, пока у меня там нет желания вообще. Так что лучше вы ко мне, если уж прям хочется увидеться. А мы сейчас разве не видимся? Хочу с классной камерой, как у Oppo Find X7 Ultra. Нет такого. Не бывает, Сергей. Физику не обманешь. Напишите мне в ТГ ник, посмотрим, чего можно будет помочь с разбаном. Видите, какой рандом? Мы 2-й раз прогоняем, и он показывает больше баллов в Антуту. И больше яркость, 400. Прогоняем 3-й раз. То есть 1-й прогон был худшим. Потому что Брикс, скорее всего, включился, этот помощник. Смартфон придумали, чтобы показывать на стриме, что у тебя стоит. Скорее всего, да. Ну, перестаньте, вы из меня стример такой же, как, не знаю, как балерина примерно. Я и не претендую, и четко понимаю, что у каждого есть свое место. Просто-напросто это реально хороший повод встретиться, пообщаться и накидать пруфов. Плюс еще понять, что надо аудитории. Есть ли смысл брать 13 iPhone Pro? Ну вот смотри, у меня есть 13 Pro Max. Я скажу, что смысла нет однозначно. Но если ты фанат яблока и тебе нужно делать подсъемы, допустим, для видео, то очень даже.
Но тебе нужен будет хороший Wi-Fi, хороший интернет, чтобы скидывать файлы, потому что нормальные Type-C-шники и нормальные скорости появились только с 15-й линейки. Да, Марты Рух. Матырин. Я еще раз прекрасно понимаю, что у меня с юмором все плохо. Но иногда пытаюсь шутить. Все норм. Михаил Гагиев. Ну, добро пожаловать. Ну, не 19 лет, а 19 лет и 9 месяцев, а с момента того, как я смог выехать, суммарно прошло 21 год. Вот, я говорю, это очень разные истории, люди, которые... У всех разные истории. Просто если вы интересуетесь конкретно моей личностью, жизнью, и вы прям такой негативщик из разряда Саня плохой, неплохой, налоги плачу, в госуслуги каждый день захожу, все, чего вы от меня еще хотите? Никто меня видеть, кроме вас, не хочет. И вряд ли захочет. Так. Просто я личным не делюсь. И все. Потому что это техноканал. И новостями. Напоминаю, нет новостей, религии, еще чего-то. Вот мой мозг заточен под железки. Кстати, и 20 лет до этого, когда я был невыездным, я тоже был заточен, мой мозг под железки. И поэтому я жил хорошо всегда. Потому что очень мало людей готовы отложить от себя все желание там роста, перспектив, бонусов, каких-то межличностных отношений, еще чего-то. Мне всегда было интересно только железо. Без души. Как какой-то подкаст называется, да? Это про меня. Спасибо огромное, инет есть нормальный. Ну вот. Но я не знаю, опять же, в какие деньги. Если все супер выгодно, и вы уверены, что батарея не умершая, есть еще супромат. То есть при любом раскладе вполне возможно там разбитый уже вход, там возможно уже выгоревший экран, там забитые динамики. Там, ну, говорю, столько всего. Я знаю за свой iPhone 13 Pro Max то, что я его купил, и он был только у меня в руках. И юзал я, как всегда, как вот вместе с iPhone 15 Pro Max, который с момента старта продаж я купил, чтобы вы понимали, как я его использую. Мне говорят, вот, Саня, бла-бла-бла, ты пользуешься. Ни один блогер не пользуется одним устройством. Ни один. Иначе бы, ну вот, говорю, вот месяц у меня, я что буду рассказывать? Я сейчас рассказываю месяц, но просто меня уже задолбала эта штука. Народ такой, вот, человек неделю прожил с устройством. Неделю, серьезно, я говорю, вот месяц. Месяц. Фотографий 500. Вам скидывают по 10, говорят, там, неделя, 2, 3. Чего? Я 100 делаю за день, там, не знаю. Ну, ладно. Очень, очень странные все эти подходы. Но не про это рассказ. А рассказ про то, что в ноябре я купил смарт. Смотрите емкость аккумулятора. Ну или когда там мы его... Первое использование. Сентябрь. Сентябрь. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. 7 месяцев почти. 7 месяцев у меня емкость заряда 96%. Если вы используете iPhone 15 Pro Max, у вас будет емкость заряда 96% через полгода использования. Серьезно? У меня нет. И то я его использую всегда как камеру прям активно. Не хватает на андроидах УАГ чехлов. Я ношу без чехла. Я не знаю, либо я так привык к нему, либо он реально удобный. Короче, он у меня еще очень странно, в отличие от 14 Pro Max, не раздолбался. Хотя коски, разумеется, уже есть, он уже падал. Всем еще раз огромное спасибо, что пришли. Вы меня заряжаете в хорошем смысле. Надеюсь, я чем-то заряжаю вас. Потому что личную историю рассказать не очень хорошую. Не всем она понравится, но она прям вот личная. Можете поставить плюсик, если интересно.
Просто в некоторые моменты, вот, допустим, у меня такой момент был вчера. Ты понимаешь, что жизнь настолько тонкая материя, что очень много вещей, по факту, они не особо важны. И я не говорю про какие-то новости, а то, что рядом с тобой происходит. Не говорю про то, что там у меня там у сына погиб, у одноклассника, пятиклассника отец, и еще какие-то вещи. В общем, вчера подруга написала, знакомая, хорошая, 24 года, подозрение на рак щитовидки. Не курит, не пьет. Съездил с ней в госпиталь, сделали скан, теперь будет тиреотроп купить, увеличено в 2 раза. Просто из ниоткуда. Ну вот просто из ниоткуда у человека. И таких историй у меня почему-то рядом со мной очень много было. Ты понимаешь, когда человек там с большого спорта имеет проблемы, понимаешь, когда у человека там в плохом климате живет, там я в Наринмаре жил, или в Норильске, или в Мончегорске я жил, вообще дичь, как там люди выживают. В Оленегорске отлично раковые центры. Это не сарказм. Ну, когда ты уже 40-летний чувак, и ты видишь, что у кого-то подозрение на рак там в 24 из ниоткуда, ты начинаешь все-таки чуть по-другому смотреть. Я по-другому не смотрю, но начинаешь думать, что вот если бы я смотрел по-другому, как-то, не знаю, было бы плохо. В общем, цените себя, свое время, своих близких и свое здоровье в первую очередь. Следите за ним. Если что, бегите к врачу. Потому что любая штука, благо она сейчас обратилась, теперь будет пить гормоны, это плохо, но никакого удаления там нет, никаких метастаз нет и всего остального нет. Но прям все на тоненького. И вне зависимости от возраста, у меня, допустим, в 16 лет была такая тема, почему меня не допустили до города. Я на Невском районе, это не я головка от семафора, это вот просто единственное, что я мог делать, у меня непропорционально длинные ноги, и, ну и как ты нравится девочкам, можешь только спортом, там, подтягиваться каждую переменку ходил, хотя у меня не особо это получалось, и плюс бегал я как конь. И я вот был в Невском районе на километре первый, или на полуторке, какая-то странная дистанция была, нет, километр все-таки, на Невском районе, и меня проверяли на город, нашли, что ментральный клапан чуть-чуть приоткрыт, и я, по-моему, вообще никогда за 6 лет Ютуба это не рассказывал. Так вот, они меня запороли, а когда я проходил военную медкомиссию, женщина, которая проверяла меня как медик, терапевт, она такая: у меня у сына такая же штука, ну ты либо ты умрешь к 18, он у меня там нормально открыт был, либо все будет хорошо, и выдернула этот листок. И может быть, если бы не было этих стечений обстоятельств, как-то моя жизнь совсем по-другому пошла. Но если посмотреть так объективно, там и лунатил я, или еще какие-то, ну, какие-то жестких вещей было много. Мы идем все время просто по тоненькой линии. Если какие-то вещи нам доставляют удовольствие, там, не знаю, железки, игры, еще что-то, нужно наслаждаться им сегодня, здесь и сейчас. Но в то же время, разумеется, не забывать о здоровье. Вот и все. Абсолютно не относится к новостям религии и политики, но вот так. Да, Жанна Кристи. Вообще все помолодело. Но это опять же чипсы всякие, всякая вот эта вот лабутень, которая... Я не просто накидываю как старик, а реально, ну, мы до сих пор не знаем, из чего делают Кока-Колу. Если в 18 веке ее делали правильно из кокаина, как шорт сейчас лупят, ты ж понятия не имеешь, из чего она. Если позавчера ты из банок спокойно ел, ты сейчас задумываешься, что там. Помните шпроты, да, с майонезом просто. А я был на этой, моя семья, я ездил на этот завод и грузил вагоны. Разновес. Кто не знает, что это такое? Ну, лучше вам не знать. Если не знаете, то не знаете, потому что это самое дно. Это когда у тебя нет паспорта, то ты можешь идти на какой-нибудь там в Питере или еще где-то красный треугольник, там либо беглые, либо иностранцы, у кого нет паспорта, и ты там грузишь вагоны. За тонну платит что-то. И вот если ты хорошо там их очень грузишь, тебя могут отправить в порт, там какую-нибудь плитку грузить или отправить в этот, на завод, и там тоже хорошо заплатят, потому что если ты поднимешься до обшивщика,
Да, бригадира. Тебе будут платить на тот момент, платили 2400 за одиночную обшивку и 4800 за двойную обшивку вагона. А обычный грузчик получал примерно 42-58 рублей за тонну в зависимости от того, что ты грузил. Я грузил много месяцев, прям много. А, м, Сергей, лучше вообще ничего не курить. Электронки, не электронки, вообще ничего не курить. Это не тот табак, уже совсем. М, Крапивница хроническая. А, 80 килограмм, 180 сантиметров – это нормальный вес. Ну, смотря какое телосложение. Ну, вот у меня 76, 78, иногда 80. Ну, я дрищ. Ну, кроме ног. Может, шея чуть-чуть. Вот, так что, кто хапанул негатива, остановите меня, если что, с подобными историями и рассуждениями. Я с удовольствием буду рассказывать вам только о железках. Но так как собрались для меня в 4:30 утра, для вас в 12 часов ночи, я думаю, компания максимально узкая. И это все равно не значит, что я собираюсь там уходить в какие-то новости или еще какую-то лабутень. Нет. Нет. Ломает, да, хочется что-то там сказать, вякнуть свое. Я же древний. Нет. Вот. Я и так говорю свое в железках. Я думаю, говорю более чем достаточно. Вы прекрасно понимаете, сколько кто мне все написывает. Это не из разряда, Игорь, нытья, это я просто рассуждаю вместе с вами одновременно. Вот, потому что многие подумают, лечат, учат и еще что-то. Нет, нет. Я как раз из тех, кто здоровеньким умру. Кто не курит, то не пьет, тот здоровеньким умрет. Каждый стрим повторяю. И это мой выбор. Так интереснее. Не, ну преддиабет это надо просто проверять сахар. Сергей, я никому ничего говорить не собираюсь. Я говорю, очень многие люди, мои знакомые, считают, что они вечные. И почти все они уже расплатились за то, что они считали, что они вечные. Потому что мне уже 40. И это не ошибка выжившего, как у меня любит друг Владимир говорить. Это реально, потому что кто-то думает, а кто-то нет. Вообще все печально, но по Антуту все хорошо. То есть у нас 254 люкса яркость. Что это значит? Значит, все будет очень скудно. Но мы заканчиваем этот банкет. Ждем, пока он восстановит яркость. Чуть-чуть. Он не сильно, кстати, горячий. Я даже зарядил аккумуляторы. Чтобы показывать вам в этот раз температуру. И, кстати, посмотрел, очень неплохо вырос просмотр на Польза.нет стримы. То есть обзор одним кадром людям уже заходят. И их я планирую продолжать. Вне зависимости от ситуации. На Соньке посмотрите единственный обзор, если будет возможность. 10 лет назад бросил курить. Бывает раз в 3 месяца что-то за здоровье задумываешься каждый день. Ну, опять же, нам старперы всегда об этом говорили, правильно, когда нам было 16-18. И про травмы говорили. А у меня когда первый раз надорвал, ну, хотя надрыва не бывает, но когда у тебя шишак, и тебе уже хирург говорит, что это надрыв, давай не будем дорезать, а ты потерпи. И 2,5 года ходишь с перетянутым эластичным бинтом и бегаешь. Можно говорить, что бывают надрывы все-таки. Так вот, был надрыв связки, скорее мышцы, хотя сказали связки. Вот, и да, надо разогреваться, надо разминаться перед чем угодно, какой бы ты конь не был. Какими телефонами предпочитаете? Нельзя сказать, что пользоваться на постоянной основе. Мне не нравится Samsung нагромождением программ, которые необходимы для нормального использования тех же игр. Мне не нравится Sony тем, что у них вообще древняя оболочка. Мне не нравится чем-то ColorOS и Oxygen, вот эти все Vivo, Oppo, Realme, iQOO, только тем, что они похожи. Но это моя история с той точки зрения, что я их тестирую. Но вот
Тусовка BBK по мне самая комфортная. Мне не нравится Xiaomi тем, что они очень часто делают обрезанные аоды и реклама в дешевых моделях в ПО. Вот. Ну, Сергей, чекап нужен, не опять же нужен, для чекапа нужны деньги. И опять же у тебя должна возможность быть как-то поменять свою жизнь. Ну, то есть ты не можешь, там, не знаю, работая сварщиком, провериться, и тебе скажут, ну, все, вам нужно перестать работать сварщиком. Я помню, я когда ходил на айкидо в 9 классе, у нас был мужик, он, кстати, до 11 класса я ходил, он ходил. Он работал в горячем цеху. И уже там ему сказали, что у тебя максимум 5 лет, друг. Он курил как паровоз. А максимум 5 лет, потому что у тебя уже метастазы начинаются потихонечку. Но он выбрал работу, потому что у него говорили с ним, я помню тогда, и не только я. Потому что у него дочка, и там хорошо платили. Все. То есть каждый выбирает сам. Многие же рискуют жизнью сознательно за деньги. Многие много чего делают. И это очень часто сопряжено с тем, что, разумеется, ты оставляешь здоровье. Мне тоже нравится одним обзором кадром. Ну хорошо, я рад. Там очень репрезентативная выборка, то есть это ты понимаешь сразу, как железка себя ведет. Это очень удобно. Ну что, он еще не вернул яркость. Ждем. 1100 люксов должно быть, и тогда мы переключаемся и играем. Но для начала все 1000. Шим. 17,2. Вы не видите, вот так. 20. 31. 38. 17%. Так, и понеслась крутым прибором. Он уже не включается. Все, надо менять батарейки. Скузи. Или, как говорят, сори, как вам удобней. Или извините. 5 секунд, может, поменяю. Там не крона. Уже не помню, крона там или еще какая-то батарейка. По-моему, крона. Вот если крона, то ничего не смогу сделать. Здорово, Валенс. Спасибо, что зашел. Да хоть на 5 секунд. Потом в записи включи в фоне. Сделаешь доброе дело. Крона. Никак. Короче, замените батарейку, купите крону. Буду в следующий раз вырубать его. Печально, но факт. На что можно перейти с Samsung, чтобы не страдать? На iPhone. Но опять же, определенный уровень страдания будет, но у вас будет понимание того, что вы имеете в руках лидера по продажам в мире много лет. Чувствую себя потребно. Главное, вывез, чтобы начать стрим. А так, по большому счету, я все рассказал, что надо. Сейчас поиграем чуть-чуть в Game Turbo, Game Hub через, давайте, New State. Опять же, вот это все скачивается, и вы видите реально CPU, температуру, сколько оперативы используется, FPS и все остальное в графическом виде. Universal я так и не купил. Я купил, кстати, новый MacBook. Не знаю зачем. Новый старый на M1 Pro. Я на 16 дюймов хочу себе, просто чтобы он мне стоял где-то. Хотя есть эта штука, которой я вообще не пользуюсь. Я себя убью когда-нибудь. Но я люблю, как вы знаете, покупать. Так вот, к чему это все? Тихо. Почему не удалось соединиться? Это Wi-Fi этот погиб. Сейчас я подключусь к другому. Вот почему они отрубили его как раз. Какой-то глюк вообще лютейший.
Лютейший глюк. Не про игры этот смарт, короче. Вы сейчас увидите это дело. Нет, не норма. iQOO Neo 8 это смартфон. Позапрошлого уже можно считать поколение, потому что сейчас уже Neo 10 выйдет. Ну как понять нормально? Я говорю, подключиться. iPhone 13 за 55 однозначно нет. Так вы можете iPhone 15 за 65 купить. Вы чего? Сергей, у меня не психосоматика, здесь весь город загибается, и поверь мне, это точно не от моей переработки. Вот прям 1 000 000%. Я не вагоны гружу. А когда я говорю, я не вагоны гружу и не стою в патруле там, или, не знаю, на смене 3 суток, я знаю, с чем я сравниваю. То есть, когда люди говорят, что ты там не знаешь, что такое щебень руками мыть, КамАЗами. Да, и бывает и такой мазохизм, и за это тоже могут платить. Ну, утрированно руками, ладно, лопатой. Очуметь, раз в год болею, ты мне говоришь психосоматикой. 1 день потемпературил. Все, опозорили меня. Перед самим же собой. Пойду плакать. Так. Переключился по... Так. Не камильфошный вид вообще. Мне надо еще одну карту захвата. Так, и 5 секунд. Дам свет. Ёшки. Игорь, по поводу чего? Я по iQOO Neo 9 не шучу. iQOO Neo 9 вышел на снапе, Neo 8 это прошлое, а сейчас будет 10. Или вы про что, про шутки? А самое прикольное, когда говорят, я сам, ну окей, смотрите, вы почитайте, какое количество раз нормальный человек должен болеть в год. Я болею где-то раз в год. Нормальное это 13 болезней в год. 13. Это норма, то есть раз в месяц, чтобы тебя косило. А в 40 лет, мне кажется, там еще больше. Психосоматика. Когда у тебя 39 градусов, расскажи по парацетамолу про психосоматику. Ладно, я шучу. Я согласен, что все болезни от нервов. Почти все. Самое прикольное, если об этом рассказывает кому-нибудь травматолог, да? Открытый перелом, а зачем вы нервничали? Двойное со смещением. Юмор на грани 100 из 100, да? Так, врубаю ИСОшку на минимум. Мне кажется, он уже сбросил. Он уже магическим образом такой, не, друг, это не про меня. Да, он уже шикарно. Был 1100, стал 700. А нет, 900. Пока 950. Ну, хорошо. Понеслась. 58% запомнили, пожалуйста. На Realme 6 SE. Я его еще даже не видел, где купить. Для того, чтобы я на что-то сделал обзор, я должен это дело купить. Чтобы мне это купить, можете мне скинуть в личку. Так. А где мои все FPS, про которые я выделывался? Не понял. Стоп, 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 стоп. Где они все? Ну-ка. Почему они вылетели? Ну ладно. Карту надо, но позже. Хорошо.
Ну, вы нашли кого? Я не техноблогер, который новости рассказывает. У них спросите. Они расскажут вам, почему вам это не надо. Или расскажут, что то, что вы спрашиваете, это уже противозаконно. Я не знаю, говорю. Я одно могу успокоить, что в большинстве стран таможня еще выше. Намного. Один раз, максимум два болею. Хорошо. Рома, спасибо. Note 9 отличный смарт. Великолепный. Без сарказма. Не забываем прожать лайк, кто дошел, подписаться на телегу скидок взаимопомощи, мой личный ТГ. На основном канале напоминаю, что я теперь разыгрываю по одному разу 3 месяца первых по одному смартфону. По Poco X6 Pro. Вот. Спасибо, Universal. Опа. Уже заруба. Видите, на CPU посмотрите. Ну, уже плохо. Это еще не огромная карта. Так, потом боты. У вас 2 штуки. А на таких картах боты бывают, да? Прикольно. На CPU посмотрите. Когда тебе очень плохо. Яркость сбросил люто. Вообще просто люто через 4 минуты уже. — 15 секунд. Прям люто. Супер лютейшим обладаем. 420 люксов. Ну что, еще ниже возможно это? Мне личку. Мне в личку. Только не про новость, а ссылку на покупку. Так, ISO повышаю, чтобы вы хоть что-то видели. О, Зарубилова. О, это похоже на попытку довольно неплохо ломануть меня. Ох, как близко было. У меня есть дроп.
Я не понимаю, почему 13-й. Да, ну, 14-й 100% можно купить за эти деньги. 15-й 63-65. Realme 12 Pro, вы 2 выбираете смартфона специально, которого бы я не рекомендую, да? Что дальше? Следующая стадия. Как вы будете меня деморализовывать? Так, набор инструментов. Однозначно этот. Супершоу. Еще раз вспомните про какие-нибудь площадки. Будет нехорошо. И больше сюда не придете. Под этим ником точно. И с этого АКа. — 12 живых — это три склада. Скорее всего, все живые склады. Мертвые уже вынесены. Она была крутой, эта штука. Я был молодец. Вы видели, чего у него вообще? Он был очень крут. Я бы сказал, он был мега крут. Тач уже странно работает чуть-чуть, вяло. Но помним, что у меня стекло наклеено, не родное. С нагревом жарко. Но яркость еще больше он не сбросил. Вы видите и так нагрев. Видите, 70, 41, 29. Это еще небольшая карта. 5 живых. То есть 2 в скваде в чем-то. О, вижу.
Как наверх там подняться? Типа прыжками такими. Кто бы мне сказал, что я чуть ли не основной буду в этой катке. Короче, за 12 минут 5%. Это значит минимум. 25% в час, но на этой яркости никто играть не будет, потому что это очень неярко. Хотя кто-то и будет вот 440 люксов. Еще поиграть чуть-чуть или не надо? Мне кажется, не надо, потому что мы сейчас подождем, когда он остынет, и включим еще чего-нибудь интересного, да? Или не надо больше ничего? Вообще температура более чем адекватная. Не вижу никакой какой-то драмы в 12 минутах использования. Но опять же надо ждать, чтобы он восстановил температуру. Спасибо, Universal. Спасибо, больничка. Это не 15 была, это 15 Pro Max был. Sentinel, все зависит от устройства. Очень сильно. Нет, у меня Жанны Кристи нет домашних животных, потому что если вы будете куда-то уезжать и у вас будет животное, это либо очень дорого, либо очень муторно. Животное это как ребенок, только она потом после окончания школы никуда не уйдет. Вот. Так, учитывая количество людей онлайн, я делаю вывод, что никто не надеется на то, что это будет какой-то игровой девайс. Но мы все равно попробуем Genshin, да? На 5 минут, может на 10. Ну, технически он уже, ладно, до 1000 люксов нас вернул. Стоп-сброс 53%. Вы видите, как 2% съело вообще? Или нет? Или глюк у меня уже? Ладно. Гена. Наш любимый Гена. Вадим, вот на такие вопросы хочется спросить. А вы пришли в справочную или здесь Google? Почему 34-й? Откуда вы взяли его вообще? Я не знаю. Я не знаю. Можете написать, кто знает. Или это про 4G, ой, про 5G какой-то. Там не 72-й? Так, ну что? Начнем мы с 1000 люксов. Время пошло. 52%. Проценты тают на глазах просто. Ну, а что делать? Некуда бежать. Так, какой-нибудь телепорт куда-нибудь. Прям как в магазин пишете. Хотелось бы знать, с чем я буду соглашаться. Я даже не знаю, как вас уговорить купить вас SE шестерочку. Особенно круто будет, если они его будут блокировать, да? Главное, чтобы никто не проверял. О, вот этот вот тип мне нужен. Мы как раз 5 минут будем с ним мучиться. Я так думаю. Но не факт. Обычно это где-то 5 минут, если он тусовка.
52, спасибо. Ты правильно имел в виду, да. О, вот это он просто сказал «до свидания». Через 1 минуту 30 секунд. Сейчас его добью и скажу вам, сколько люксов. Яркость вышла из чата. Можно, конечно, 5 минут поиграть. Но, наверное, так и сделаем. Скажут, а вот если играть сразу с 400 люксов, то тогда ничего не заметишь. 81 градус ЦПУ. О, то, что надо. 419 также люксов. У меня есть смутное ощущение, вот легкое, смутное, что мы сейчас с вами поиграем на этом, и он еще сбросит. У вас есть такое ощущение? У меня есть такое ощущение. Но оно не у всех такое. Так, мне надо вот туда вот наверх спрыгнуть как-то. 72, 57. Ну, 72 норм. Как говорится, ни с кем главное не зарубаться. Ну, не хватит. Вот я неудачник просто. Ладно. О, ничего ж себе, не шутя. Типок какой-то. Let it rain. А здесь такая же тема интересная. Нет. О. Прикольно. Кто еще выползет из кристаллов? Все? Это было так просто. Неинтересно. О. По-любому там типа есть. О. Игорь, не знаю, может завтра, может послезавтра. Скорее всего, завтра на Мейзу. Ну, наверное, послезавтра все-таки. На что интересное на следующий вам? Я думаю, на OnePlus. Дешевый, простой, обычный смарт. Ну где же ты? Чувак отдыхал, да, и какой-то тип типа меня просто спрыгнул такой, о, все, с тобой зарубился.
6 минут уже играем, он еще не вырубился. Опа. Это было позорно. А, стоп, я еще живой здесь же. А что-то до этого работало все. Вообще нормальный тип оказался, да? Вот сейчас греется прям ощутимо внешне. Но внешне наоборот хорошо, он получается отводит тепло. Видите? Это мне дали где-то. Что-то включили. Куда-то полетим сейчас. Для чего, наверное, чтобы туда упасть? Нет, мне кажется, что не для этого. Ладно. Позорно на факт. Спасибо, Федор. Ну, смотря какой OnePlus. Давайте будем честны. Не всяким OnePlus одинаковый. Так, ну что, 10 минут прошло. Сейчас 5 секунд. Геопечать. 48% было. 52 же. Но здесь он быстрее сбросил яркость. 335 люксов. Ну, это издевательство над личностью. Сейчас он вернет. В общем, примерно так же 25% он будет поедать. Где используется, Вадим? У какого? 3G, 4G? Кем используется? Какими бендами? К чему вообще этот вопрос про 34-й бенд? Что вы хотели спросить? Или прийти сказать, что вы погуглили и теперь знаете, что кто-то использует 34-й бенд у кого-то там?
продавцов было также указано, что Ace 3 у меня был разблокирован. В итоге пришел и заблокировался. Это смотря сколько его тестировать. 1030 тысяч... Чего? А я не знаю, гривна, бицек, курс. Или доллары, или рубли пишите. Понятия не имею даже близко. И цены ваши тем более, потому что у каждого региона они свои. Самый низкий в Китае и в России. Опять же, по моим наблюдениям. Вот. Всем огромное спасибо за стрим. Как я понял, у меня отрубилась камера. Как-то вовремя. Я сейчас переключу, конечно. Аккумулятор перекину. Но по большому счету, куда их дел? Подготовил аккуму, и они в итоге у меня куда-то ушли. Канули в лету. Все, нашел. А то до свидания буду говорить без лица. Нехорошо. Стрим с лицом, до свидания без лица, да? Ну, как у меня уже второй раз отрубается один и тот же аккумулятор, это, конечно, не аккумулятор, а Wi-Fi. По аппарату Honor 6 Pro Global. Не буду рекомендовать ничего. У меня был обзор по нему. Global вообще не рассматриваю по цене. Про Global это вот рекламные обзоры были, у кого были. Ну, кто-то не рекламный, кто-то, наверное, реально купил. Я купил китайскую версию. Скажу вам, что глобалку бы я точно не брал. Все. За такой ценник, как вы купили, отлично. Продайте его и купите себе Samsung S24 Ultra. Так. Ну, у нас iPhone 15 650 долларов. Даже дешевле. Попробуйте, может быть, 15-ку найти. Потому что у вас к ES ближе, по идее, цена ниже должна быть. Александр, у меня 5 часов утра. Попробуй. Мне кажется, что очень многие считают, что у меня бьюти-блог. Друзья, техноблогеры хорошо выглядят только если у них только рекламные обзоры. Те, кто тестит, они выглядят все плохо. Это как маркер такой. Вы видите техноблогера, который плохо выглядит, значит, он переживает, не спит ночами и тестирует железки, а не раздает 50 человекам. Хотя это тоже неплохо. Вопрос просто, чтобы это все было реально. К чему это все? Огромное спасибо всем, что пришли. Девайсу от меня, да, потому что в этом форм-факторе, повторяюсь, я не знаю ничего. Брал бы я лучше на Снэпе или на Exynos. Я не буду выбирать, не хочу, не буду и не буду. Почему? Потому что логично, что я бы сказал при любом раскладе Снэп, связь, не связь. И потом будет проще при любом раскладе продавать. Но, как мы увидели, что он тоже реагирует на игровые процессы не фонтанно. Да, лучше на Antutu реагирует, но ну и яркость повыше. Номинальная. Мне экран больше у Снэпа понравился. Но опять же, это мой может быть глюк, а они, может быть, ставят одинаковые матрицы. И вот мне просто так кажется. Архитектор, счастливо. Спасибо. Артур, Александр, Мицек. Я все равно не понимаю, что вы пишете. Смит, Супершоу, Больничка, Окса, Матраскин. Все. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Завтра обзор.